Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Сегодня опять несколько необычный ролик. Сегодня поговорим и о смешном, и о серьезном, и о грустном, обо всем понемногу. Ну и, конечно же, поотвечаю на вопросы точно так же, как обычно. О смешном. Вначале было не смешно, вначале было грустно. Это я по поводу форума, потому что сегодня я намереваюсь поставить точку и больше никогда в жизни не возвращаться к этому вопросу. Как вы все наверняка знаете, на MyShave выделили специальную зону, где все желающие могут высказаться по поводу нашего канала, пройтись, так сказать. Был я там, внимательно прочел все, по совету товарищей, то, что вот писали в комментариях, пытался какие-то уроки извлечь из всего этого. На откровенных стебарей и те, кто там слюнями брызжет, не обращал внимания. Это не от большого ума. А тех людей, кто с холодным рассудком здраво выражал свою точку зрения, вот этих старался замечать. Первое, плохо для меня. Все сходились примерно в одном и том же мнении, что да, спасибо Вадиму, но я перерос его канал и ушел уже оттуда, потому что там для меня нет ничего интересного. Другие делились на скучность, то, что к середине там засыпает, то все пятое-десятое. Спасибо, ребят. Спасибо, из всего этого сделал урок. Шоу делать буду навряд ли. А вот, скажем так, кое-какие изменения, да, наверное, постараюсь вести, потому что, куда это годится, к середине ролика засыпать, это тоже как бы не резон. Были и те, кто откровенно меня поддержал. По итогу я, прочитав все, в конце сказал спасибо всем, и за плохое, и за хорошее. И, как оказалось, этого достаточно для того, чтобы меня забанить в этой теме. В другие темы я еще могу заходить, в эту нет. Странно, да? То есть тема как бы о моем канале, а я туда зайти не могу. Ребят, я все понимаю, но, на мой взгляд, просто козлячий поступок. Не мужской. Если бы я там как-то ругался, там брызгал слюнями, там пытался кого-то оскорбить, там, или какую-то колесицу нес, да, тут все ясно, понятно, должно быть все нормально, в пределах разумного. Если уж не культурно, то хотя бы интеллигентно. Но я же не бузил. За что? Даже не интересно. И вот тут вовремя я вспомнил двоих своих подписчиков. Это Роман Недоступен и Виталий Нерасимович. Вот сейчас вы увидите на экране. Которые под одним из видео написали: Вадим, забей, недовольные будут всегда. Ты просто продолжай то, что ты делаешь. И тут-то у меня в принципе-то и щелкнуло. По сути, вот этот конфликт между каналом и форумом, он ни о чем. Совершенно. Потому что я никогда не противопоставлял канал форуму. И с чего вдруг форум стал белениться? Я думаю, из-за одного-двух банов, когда я там убрал тех людей, вот один из них, кстати, слюнями-то и брызжет. Может быть, из-за этого как-то вот это вот все пошло, Обсиралово, Годилово. На мой взгляд, это неправильно, это не конструктивно. Это вот есть мир бритья. В этом бритье те, кто уже что-то знает, могут дать тем, кто еще ничего не знает. Вот это я ставлю во главе на своем канале. Да, я понимаю, что он не такой профессиональный, как многим хотелось бы. Да он, по сути-то, и не является профессиональным, как, допустим, тот же самый форум. Потому что, правы были те ребята, которые говорили: я перерос уже канал Вадима, мне там не интересно. Я знаю больше, чем знает он. Не только в бритье, но и в паре вообще во много раз. Согласен. Роль моего канала как подготовительного учреждения, допустим, тот же самый садик, ясли, назовите, как вам будет удобно, меня вполне устраивает. И я никогда не корчил себя гуру и не собираюсь корчить. Потому что я могу то, что я могу. Вот я даю столько, сколько я могу дать. Выше головы не прыгнешь. Я не пытаюсь как-то тужиться, пыжиться, если что-то из себя там представлять, что вот я там, все, вот там я такой. Нет. Зачем? Фальшь и негатив –
это не только чувствуется сразу, но и отталкивает людей. А я не хочу отталкивать, я хочу, чтобы больше, больше и больше мужиков, которые до сих пор еще не знают, что такое тэшки, переходили на сторону добра. Вот этого я хочу. Конечно, грустно и печально, что некоторые, пройдя вот эту школу, куда-то уходят. Но, с другой стороны, птицы, когда оперятся, тоже улетают из гнезда. Ну, что толку об этом грустить? Это жизнь, это нормально. В конце концов, улетают же не все, вы же еще со мной. Так что, ребят, в теме форума Майшеева я сам для себя поставил точку. Никогда, ни в каких видео, ни под каким соусом я больше об этом говорить не буду. Новичков как отсылал туда, так и буду отсылать. Потому что мне не западло. На какое-то дурагонство я не собираюсь отвечать дурагонством. Там на самом деле много толковых, умных, хороших, здравых людей, которые приносят очень много информации. Это как раз то, что нужно новичкам. А пара-тройка дебилов, пускай даже которые там стоят у руля, они все равно погоду не состроят. Мысль пришла, не знаю, говорить, не говорить. Может быть, это форум Болотов организовал? Уж больно повадки какие-то, знаете, такие схожие. Хотя, нет, чур меня, чур. Так что все, эту тему закрыли. Следующий. Стив Фул заразил, он заразил, сбросил искру, и разгорелось пламя. Сейчас уже чуть ли не пол комментариев носится, как, что это за такой компресс с этим, с салфеткой. Ребят, на самом деле вот то, что Стив написал, огромное ему спасибо за это. Там ничего сложного нет. Берем полотенце, выжимаем ровно настолько, чтобы с него не капало. Но и сухим оно не было, чтобы влажное такое было. Кладем ее в микроволновку. Стив советует на минуту, кто-то говорит на 30 секунд, а то горячо будет. И разогреваем. После этого спокойно наносите на лицо. Возможно, даже когда развернете, там встряхнете пару раз. Вот вам и компресс. В это бритье, обещаю, я сделаю точно так же. Ну и расскажу о своих впечатлениях. Прелесть этого компресса в том, что это будет гораздо горячее, чем под кран. Хотя, в принципе, из-под крана-то тоже горячая вода течет. А еще одна прелесть. Вы когда в микроволновке вытащили такое полотенце, даже если вы его покладете рядом с краном, оно может там минуту, полторы-две спокойно лежать, не потеряв своей температуры. Тоже как бы интересно. Вот в этот раз и попробуем. Мистер Антингс 8. Ребята, под последней распаковкой, помните там, где просто нет слов, я презентовал новую компанию, которая заходит на канал. Это DS Cosmetic с ее продукцией. Все то рубилово, которое у нас там возникло с мистером Atnix 8, ну как рубилово, так просто поговорили, да и все, сводилось к тому, что я сказал фразу одну, что этот DS Cosmetic Mercedes по сравнению с Яки, а Яки это Volkswagen. Я и тогда не отказывался от своих слов, не откажусь и сейчас. Объясню. Нет, вначале я объясню позицию мистера Atnix 8. Эти слова его настолько покоробили по одной простой причине. Там, Вадим, ты не договариваешь, бла-бла-бла. А на самом деле он, конечно, чуть-чуть слукавил, он сам не договаривал. Но потом в процессе разговора выяснилось все. Во-первых, он уже практически скоро год как будет пользоваться помазками Яки, они ему очень нравятся, чуть ли не с его подачи. Вот тут я сделал галочку, родоначальник, то Яков притащил. Не знаю, даже если это так это же здорово. Представляете, у человека какой опыт. В Россию стали их тянуть. У него очень хорошие наработки в плане Яков, то есть он их знает давно. Что же касается DS Cosmetic, когда он их пытался там как-то так опустить ниже плинтуса, то вышел Павел Водопьянов, который с интернетом, видимо, дружит лучше, чем я, и выдал ту информацию, которую он нашел. Со слов мистера Атникса, DS Cosmetic до Яков вообще никак не дотягивает, потому что посмотри, сколько у Яков продаж, а сколько у DS Cosmetic. А Водопьянов Павел сказал, говорит, слушай, так вот информация, оказывается, на самом деле я был прав, что DS Cosmetic это Mercedes, а Яки Volkswagen. В каком смысле? 70% от производства на самом деле на стороне DS Cosmetic. DS Cosmetic это розница, то, что они открыли на Яки, и вот тут-то как раз у них все печально, потому что в розницу у них реализации по сравнению с Яками рядом не стояли совершенно. У Яков, несмотря на то, что у них 30%, а у тех 70%, а у DS Cosmetic,
Причина, как думает мистер Эйд, ну, я так, чтобы сократить, заключается в их плохом качестве. Откуда он знает об их качестве? Откуда он вообще, в принципе, может судить об этом? С его слов, год назад он зашел на их сайт, посмотрел, решил, что это полная китайщина, и даже и брать ничего не стал. Короче, тьфу-тьфу, чур меня чур. Все, в руках не держал, бриться не брился, использовать не использовал, но картинку видел. Вот на основании этого он сделал заключение. В конце концов, мы там договорились, кому интересно, можете сходить там все почитать. Мне понравилась последняя фраза, то, что он сказал, что я за Яков не топлю, я топлю за качество и ценник. Но его, увы, пока не видно. Вот эта фраза поставила точку в окончательном моем решении. Ребят, смотрите, целиком и полностью поддерживаю мистера Atnix 8 в его последней фразе. И подписался бы под каждым словом. Больше вам скажу, ребята, я точно так же. Мне пофигу компания, главное качество и ценник. Вот она сейчас заходит, а кто об этом может судить? Ну, по большому счету только я, потому что все у меня. В бритье и так-то все достаточно имхово и субъективно, а тут еще и получается мнение одного человека. Если в линейке Яки я как бы уже не первый, кто их зацепил, потому что уже как-то ребята там ходили, уже кто-то что-то про них слышал, поэтому мне как-то легче было выражать свою точку зрения. Здесь же все совсем иначе. DS косметик не так уж много в России, и мнения тех людей, которые есть, они как бы еще неизвестны. Поэтому предложение следующее. Смотрите, раз уж мистер Atnix 8 подписался под качество и цену, сегодняшний обзор, который будет по бритью, этот помазок после обзора поедет к нему. Вы узнаете мое впечатление, узнаете его. Откуда? Кто сказал, что он оставит какое-то свое впечатление? Он даже не подписчик. Ну, пока да, пока не подписчик. Ну, возможно, когда-нибудь, может быть, подпишется. Ну, а с другой стороны, пусть даже и не подписчик, зато он очень часто появляется в теме. И, насколько я понимаю, человек достаточно эрудированный. И если захочет, то он спокойно обо всем может рассказать. В одном из, я не знаю, может, письмо мне напишет, я его опубликую. Может, в каком-то комментарии напишет так, чтобы все это видели. Не знаю, но тогда что мы получим? Тогда мы получим мнение уже двух людей об одной и той же компании, об одном и том же помазке. Мистер Atnix 8, будь ласков, после этого видео найди как-нибудь способ со мной связаться, и мне нужен твой адрес. После обзора тот помазок, который был на обзоре, вот сейчас он будет, я отправлю тебе. Ну и посмотрим. Наконец-то у тебя предоставится возможность подержать в руках DS косметик. Это во-первых. Во-вторых, насколько я понял, ты по косметике убиваешь. Вот как раз косметику, извиняюсь, синтетики. Вот как раз синтетику-то и возьмем. И сравнишь, как и я. Но кто-то скажет, а что такое мнение двух человек? Ребят, согласен. И поэтому предложение следующее. Смотрите, так что же делать с остальными помазками? Я их тоже не буду оставлять себе, ребята. Из всех помазков, которые останутся, я оставлю себе парочку. Это одну синтетику и одного барсука. Все остальные я точно так же хочу разослать. Кому? Ну, во-первых, конечно же, нашим блогерам. Это те люди, которых вы уже все знаете, которым верите. И то, что они скажут, конечно, тоже будет имхово точно так же, как и я говорю. Но все-таки это будет мнение уже не одного человека, а нескольких людей. И каждый раз вы будете иметь возможность сравнить мнение об одной и той же вещи сразу с нескольких сторон. Помазок прошел, обзор, я его тут же пакую и отправляю следующему человеку. Он делает обзор, вы хлоп, один сказал, второй сказал, и вы уже так будете получать информацию. Во-первых, это, конечно же, Александр Подолян. Почему? На мой взгляд, это интеллигент от бритья и человек, которому вполне себе можно верить, потому что, ну, ребята, такие обзоры, как делает он, ну, блин, по полочкам, тынь-тынь-тынь, все нормально, все в порядке, все хорошо. И опять же, опыт за плечами у человека немалый. Стас, Джастин Хобби, ну, как я вижу, там, мальчишки-бальчиш, то есть, а вот так, и все у человека получается, и все у него нормально, и все хорошо, задорный, веселый подход, ну, и опять же, вы его тоже все знаете, поэтому не может быть, чтобы мнению Стаса вы точно так же не верили. Ну, мистер Павел видео, ну, блин, ну, ребят,
это наше подрастающее поколение, то есть тут как бы тоже сам Бог велел. Таковой, ну, Рома Пастухов, как я мог тебя забыть, ты что, пускай ты не в юнош, и пускай ты начинающий, ну, скажем так, артистичный подход, он имеет место быть, и у тебя, слава богу, это очень здорово получается. Так что вот тебе еще надо будет тоже кое-что отослать. Паша, Нью-Йорк, готовься, твой адрес тоже будет нужен. Ты уже тем более знаком с Яками, совсем недавно у тебя была распаковка, так что сам Бог велел, так как все это работает. Фу, слава богу, красный огонек, я думал, сейчас не записал все это. Ребята, то, что останется, будет распределено между подписчиками, которые очень часто откликаются в теме. Ну вот тот же самый Павел Водопьянов, почему нет? Это те же самые люди, которые хорошо разбираются в бритье, но со своей простой житейской точки зрения, сермяжной, точно так же, как и у нас здесь на канале. Как это будет делаться? Первые пойдут блогеры. Предлагаю все это сделать в рандомном порядке. Допустим, вот есть у нас там 5 блогеров, фамилию их переписали, рандомайзер ткнул в этого, этот помазок поедет к этому, ткнул в этого. Ну, чтобы как-то, знаете, более-менее там разнообразить весь этот состав. Точно так же и с подписчиками, те помазки, которые идут подписчиков. Я об одном жалею, что у меня подписчиков гораздо меньше, чем помазков. Так бы я как можно большему количеству разослал. Ну, ребята, чем богат, тут уж вот так вот как-то. Я думаю, что если мы сделаем таким макаром, то мы об этой компании узнаем гораздо больше, чем от одного человека. От этого, я думаю, выигрывают только все. И каждый уже сможет судить, чего стоит эта компания DS Cosmetic. Вообще, стоит ли на ее счет заморачиваться? Может быть, наоборот, мистер Атник Саид, он прав. Это Mercedes, а это Volkswagen, а я не прав. Вот в этом мы, конечно же, разберемся. Что касается той подставочки, помните, которую DS Cosmetic прислали? Сразу же после обзора она уедет к человеку, который очень хорошо разбирается в металлах, в покрытиях точно так же. Он заточник. К сожалению, не бритв, а ножей. Есть такой на примете. Так что вот мнению этого человека я безгранично доверяю, потому что, ну, в металлах это вот взять 150 миллионов таких, как я, ну, может быть, там где-то чуть-чуть так подойдет. Дяденька, дай конфетку, ну, что-то вот такое будет. На мой взгляд, нормально, хорошо. Ну, а что касается еще одной вещи, которая также пришла от DS Cosmetic, но до сих пор осталась неокученной. Ребят, опасная бритва. Я разговаривал с Константином Разаршар по поводу того, возьмется он, не возьмется за эту бритву. Константин сказал, что как бы не хотелось бы. Объяснил это следующим. Его не раз, и не два, и не три уже доставали вот этими вот вопросами. И он как бы не раз, и не два, и не три брался, а потом просто плюнул и зарекся. Он говорит: Вадим, не вижу смысла. Я понимаю и не осуждаю, все нормально, все хорошо, Кость. Супер. Отсюда вопрос. Я-то точно об этом ничего не скажу. Потому что я ни Б, ни М, ни Кукареку, ни Бельмес вообще. Поэтому, ребята, кто с опасками на «ты», кто в них разбирается, ребят, и кто способен ее заточить, потому что она не точно, ее точить точно надо. Вот хотелось бы от вас услышать. И когда тот человек найдется, я бы с удовольствием отослал эту бритву, и мы бы посмотрели, что это такое, что это за зверь такой. Может быть, человек напишет, скажет: Вадим, говно, выйти не забудь. Точить невозможно, потому что она не кованая, она летая, как вот Паша сказал, к примеру. А может быть, наоборот, человек из нее что-то слепит и скажет: ну, пацаны, ну не супер, конечно, но в принципе-то ничего. Или наоборот скажет: какашка, вообще чур-чур меня, чур. То есть вот такой человек нужен. И, ребята, я был бы благодарен, если бы этот человек откликнулся. Я бы вот эту вот штучку и выслал. Ну, с DS Cosmetic вроде бы совсем разобрались. Если, я думаю, будем придерживаться вот этого плана, то с этой компанией мы разберемся, наверное, где-то в течение, может быть, месяца-полтора. Вот через месяц-полтора мы будем уже иметь какое-то представление, что из себя эта компания представляет. Возможно, чуточку дольше, потому что пока это до Паши в Нью-Йорк дойдет, там на почтовых улитках и верблюдах, поэтому тут остается только гадать. Ну все, переходим к следующему. Тут остался один неотвеченный момент. Это даже не вопрос. Это точка мнения Стаса.
Написал он ее на нашем форуме, на своем родном, но тем не менее я посчитал нужным ответить, потому что то, что вот сейчас у Стаса в голове происходит, это или из-за того, что он неверно понял, или из-за кривого объяснения с моей стороны. Я больше склоняюсь ко второй версии, потому что подробно никогда об этом не останавливался. Ну а сейчас вот есть такая возможность прояснить, и возможно это уберет дальнейшее недоразумение в будущем вот, по этой точке зрения. Да уж, о размолвках Вадима и Ливию я наслышан. Ливию не упускает случая, уколоть его, это их проблемы, путь хоть за школой подерутся. Парни, я от вас узнал, как зовут этого блогера. Я никогда с ним не общался, я никогда с ним не разговаривал. Я один раз силой воли заставил посмотреть себя его видео, плюнул, развернулся и ушел. Мне это не интересно совершенно. Если есть какой-то конфликт, то он с той стороны, с моей стороны вообще. Ноль общения, ноль конфликтов, ноль информации, ноль каких-то движений. Я даже его из рекомендованных убрал, потому что мне этот человек не интересен вообще, от слова совсем. Если у него там есть какие-то уколы, шпильки, наезды, вероятно, это может быть какая-то там, я не знаю, там позиция самоутвердиться там за мой счет или еще что-то. Это его право, пожалуйста, пускай он этим занимается. Ребят, но мне это не интересно совершенно. Я уже утвердился. И давно. И не за счет канала. Вот что это такое вообще? Это не. Ребят, думайте, что хотите, но у меня с Ливией вообще нет. Я даже не знаю, кто это такой. Так что забейте, забейте. Тут другое интересное, я не об этом хотел сказать, просто это первая строчка, вот и сказал. Согласен, есть за что уколоть Вадима, например, о том, как в своих первых видео он говорил, что после многочисленных экспериментов с лезвиями остановился на Rapira Platinum, а потом открывал конверты с новыми лезвиями, как подарки из-под елки. Да, Стас, было. Или как он пришел к тэшкам после опасок, которые, как и коллекцию точильных камней, распродал, а после получения опаски от опасной бритвы не знал, как ее в руки взять. Ребят, одна из причин, почему я решил вот на это ответить, потому что, на мой взгляд, это поучительный урок. Дату регистрации на опасной бритве РФ можно зайти посмотреть, мне интересно, не заходил. Но это было не год, и не два, и не 3 назад, это было гораздо раньше. Так вот, человек хочет спрыгнуть с кассет, он начинает рыть. Ну, естественно, я напоролся на опасную бритву, как один из первых сайтов. Когда я нашел опасную бритву, MyShave еще в принципе не было. Это даже, может быть, и в проекте еще не было, как такового. Была опасная бритва. Это потом уже спустя несколько месяцев появилась MyShave, и там пацаны меня уже перетягивали с опасной. Пошли туда, там культурно, там хорошо, там нормально, там никого не гнобят, никого не ругают. Примерно так, как сейчас у пацанов на Украине. Вот у них сейчас там никого не гнобят, там культурная, нормальная, отличная атмосфера. Там рай. Там приходишь, там отдыхаешь, там доброжелательно, спокойно. Если есть какой-то вопрос, его рассматривают. Если есть какая-то проблема, то ее решают. Но никто не лается. Так вот тогда меня заманивали этим на MyShave. Я перелопатил половину опасной бритвы. Искал, впитывал, как губка. Со временем я стал замечать, что тэшки по их терминологии, тяпки, там, ну не то чтобы вне закона, ну это падчерица. Падчерица, которую постоянно при любом случае шпыняют, тыкают, мыкают. Ну и короче, если говорят на эту тему, то не очень-то охотно. Королева всему – это опасная бритва. Это да, это в почете, это все хорошо, это все нормально. Тут мы тебе все расскажем, покажем. Вон там магазин, иди покупай. Вот тут ребята, кто восстановлением занимаются, пожалуйста, хочешь такие бери. То есть на эту тему раздоли. Естественно, я клюнул. Потому что мне это было интересно. Ну кто на опаску-то не поведется? Да любой, практически любой, 90 из 100. Повелся и я. Что я сделал? Я купил 2 бритвы с аукционов, Шеффилд и еще одну американку. И купил одну бритву у местного товарища на опасной бритве РФ, который устанавливает и который пользовался. Да и сейчас, наверное, тоже хорошей репутацией. И после него там вроде как там все бритвы нормальные, хорошие. Естественно, прикупил камней. И когда я все это дело получил, попробовал бриться аукционными, естественно, ни в звезду, ни в Красную армию. Ну какой с аукциона, что там вообще тупорина. Когда пришла с опасной бритвой, ну не с опасной бритвой, а человек, который там продавал, я попробовал, ей тоже ничего не получилось. Было примерно то же самое, что вот я недавно испытал.
Ну и что? Я начал учиться точить, потому что камни есть, все есть, ну, правда, опыта нет, а желание есть. Начал, естественно, с аукционных. Закончилось все достаточно печально. Первого я угробил американца. То есть я из него сделал такое, что мама не горю. Первое, что сделал, сточил спинку, а второе, короче, нифига мне не получилось. Концовка всего этого была. И вообще у меня ничего не получается, короче, все. Чуть ли не выкинул ее. Вторую я угробил Шеффилд. Угробил тем, что сточил всю спинку. Она у меня там потеряла. Ну, короче, представляете, обушок, где там не миллиметр, а ширина вот сбоку где-то уже до 5 доходила. То есть я ее реально точил. Но там я хотя бы первые 1,5 сантиметра сумел заточить до такой степени, что я там, знаешь, что-то там стал понимать. Мучиться с той, которую мне пришла с опасной бритвы, я не стал. Я понимал, что вот 2 уже угробил, ну что третью-то гробить. Вот после этого пришло решение, что не мое. Я не могу инвестировать столько времени и столько терпения во все это. И начал все распродавать. Я точил эти 4 месяца. И дрочил перед зеркалом. Я не брился. Откуда у меня могла взяться техника? Скажи мне, пожалуйста. Даже если бы я брился все эти 4 месяца, ну навряд ли бы я успел технику наработать. А я не брился, я с камня не слазил. Вот поэтому я до сих пор еще и не умею ее держать. И поэтому я рассказываю сейчас, что те люди, которые думают, что вот так вот пришел на какой-то известный форум, там взял у этого, там камнину купил, хап, и все у тебя получилось. Ребята, забудьте, это не просто. Это не архисложно, но это не просто. Это потребует от вас, потребует. Если у вас есть это терпение, это время и соответствующие средства, то да, этим путем можно попробовать пройти. Но есть гораздо лояльные, более простые пути, как в опаске, так и в тэшках. Ну а что касается персоны Platinum, я ее как любил, так и сейчас люблю. Это моя молодость, девичья любовь, первая любовь. А после того, как стал узнавать уже новые, ты понимаешь, вот есть губка, ты на нее льешь воду, а из нее все не выливается, она ее впитывает. Так вот, моя губка напитывалась рапирой Platinum. А после того, как она и напиталась, то есть я наелся ее уже, я стал, шторки упали, я стал уже обращать на что-то другое внимание. И вот распаковал. Теперь-то понимаешь, ну, примерно так. Андрей Муканов, постоянный подписчик, интересный такой комментарий оставил. Вадим Викторович, это вы маху дали, сравнивая Симош 1305 с этим так называемым помазком. Имеется и тот, и другой. Небо и земля. Может, конечно, не повезло с HGM. Андрюх, я просто выражал свои ощущения, свои впечатления. То, что я тогда в видео сказал, я тут уже упаковал. То, что я сказал тогда в видео, я сейчас готов подтвердить, что вот на данный момент этот HGM, он гораздо круче того Симожа 1305, который у меня есть. Если ты хочешь это проверить, свяжись со мной, дай мне свой адрес, я тебе его вышлю. Вообще без проблем, совершенно. И тогда мы посмотрим, вот, насколько я был прав или не прав. Это во-первых. Во-вторых, я понял, что вот эта компания HGM, она достаточно непроста. Все комментарии, которые оставили под видео, как-то интересно, они раздробились. То есть, ну чуть ли не в пополаме. Половина говорит, да нормальный помазок. А половина говорит, и сыпется, и проплешенный, и то, и сё, и пятое, и десятое, и там, блин. Вот я ни с одной другой компанией таких проблем не слышал, как вот именно с этой. Поэтому сам для себя решил, если и буду пользоваться этой компанией, то по крайней необходимости. То есть вот вполне себе много других компаний, которые выпускают более стабильную продукцию и вызывают меньше нареканий. Да, есть хорошие отдельные экземпляры, но также да, есть те, которые сыпятся, те, которые лезут, те, которые мягкие сопля и те, которые вообще не кокосовые. Поэтому, ну, HGM вот как-то вот так сейчас предстает в таком обличии. Хотел бы ответить на один из комментариев. К сожалению, он с Майшеева, но там показательный такой вопрос от одного из моих злопыхателей, который не упускает возможности каждый раз пройтись, там что-то брякнуть, что-то там такое сказать, шпильку засунуть. Короче, суть заключается в следующем. Когда-то кто-то у меня спросил за 2 помазков, за 2 помазка, что лучше взять. Только что смотрел его обзор от Барристера, в комментарии у него спросили, какой бы помазок он посоветовал из 2.
Шавимак или Тезер. Он сказал, что оба хороши, но при наличии бабла лучше купить мужской материк. Если бабла нет, то Яки. Это даже не реклама, это наебалово, я так понимаю, да? Клиента. Но это в твоем понимании. В моем нет. Я и тогда это говорил, и сейчас могу повторить. Ты держал Шавимак или Тезер в руках? Если не держал, тогда ты не знаешь, о чем говоришь. А если ты держал, то ты не можешь не понимать, что по большому счету они мало чем отличаются от того же мужского материка или от хорошего Яки. Настолько мало, что, ну, как тебе сказать, ну вот смотри, хороший Яки, хороший мужской материк. Это, если материк, это где-то в пределах 2,5-3,5, если Яки, там, что, по-моему, там 35 баксов, да? Цену застолбили. А хороший Шавимак, а хороший Тезер. От 150, 200, 250 и выше долларов. Ты понимаешь вообще, о чем ты говоришь? Извиняюсь за мат. За какое наебалово ты говоришь? Ты сам себе мозг обманываешь. Вот такие вещи люди берут только в том случае, это мое личное мнение, я могу ошибаться, но я до сих пор так думаю, меня никто не разубедил, чтобы себя побаловать. Потому что, беря вот такой помазок за 180 евро, ты, а перед этим у тебя, допустим, Зенит был, да? Ну, манжурец. Тот 60 евро, а этот 180. Ты не получишь прироста в 120 баксов в бритье евро. Никак не получишь. Единственный прирост, который у тебя будет, это в голове, что у меня вот такой помазок. А по качеству ты не получишь такого скачка. Ты платишь деньги за свое удовольствие, за свой фан, за своего царя в голове, за свое тщеславие, наконец. Вот за это ты платишь деньги. Если у тебя есть желание потешить свое самолюбие и свое тщеславие, бери Шавимак, бери Тезер, да бери Плисат возьми за 600 евро. Ты такой держал в руках? Так вот желаю тебе, чтобы он у тебя был. Ну почему бы нет? И как только ты им побреешься, вот тогда бы я в твои глазки-то ясные посмотрел, как бы ты там плевался и как бы ты там матерился. Я думаю, каждое слово, вылетевшее из твоего рта, ты бы забрал. Но я думаю, у тебя не было такого помазка. Еще раз говорю, большая стоимость помазков идет за эксклюзив. Есть компании, которые на этом специализируются. Они с многолетним опытом, десятилетий, там может быть не одно десятилетие. Они по волоску подбирают. И то, да, у них бывают косяки в свое время, как вот у Шавимака были. Но будем надеяться, что все-таки это исключение. Они делают эксклюзивные вещи. Но эксклюзивные по внешнему виду и цене. Но не эксклюзивные по качеству бритья. Ты не получишь там в бритье никакого эксклюзива. Вот сюда эксклюзив получишь, а сюда нет. Так кто кого обманывает? Я клиента или ты сам себя? Вот подумай об этом, подумай. Помазки, станки за 150, 200, 300 долларов, ребят, евро, вот мое личное мнение, ну не стоит они того, не стоит. Вот яркий тому пример. Вот. 180 евро, 12, 13, 14 тысяч рублей. И сколько там? И 3,5 тысячи рублей. Вот бреют, в смысле работают примерно одинаково. Стоимость разная. А в бритье они примерно одинаковые. А стоимость разная. Ну расскажи мне еще раз, что я был неправ про Тезер и Шавимак. Ты не прав. Теча или как там? Как тебя зовут? Это ну, покажи мне хоть одного человека, который взял помазок за 200 евро и получил прирост в 200 евро. Ну или там 150. Такого не бывает. Нет, такого нет. Ой, как хорошо. Вот этот самый такой неприятный вопрос остался на последний. Ребят, все.
время вышло, сейчас идем бриться. Ну и, к сожалению, не смогу я вас порадовать, опять не будет твердого мыла, будет другое. Но я думаю, что также будет весело. Добра вам, счастья, радости. Обязательно оставьте в комментариях ваше отношение к тем идеям, которые я хочу воплотить в жизнь, насколько для вас это интересно и вообще насколько это в принципе-то востребовано. Может быть, я тут как дурак с этим ношусь, а это никому не надо. Вот хотелось бы вот это вот все услышать. Ну а касаемо всего остального, да, хлопцы, я не профессионал. Я обыватель, обыкновенный обыватель. У меня нет 7 пядей во лбу, у меня нет какого-то такого великого познания в бритье. И грущу ли я об этом? Да, пожалуй, что нет. Плохо ли мне от этого? Да, наверное, тоже да. Неплохо. Я иногда криво выражаюсь, я иногда говорю те слова, которые вы не понимаете. Заходит, лялечка, дельфин. Но я такой, какой я есть, а вы такие, какие вы есть. У каждого есть что-то свое. Я рад, что мы с вами какой-то язык общий находим. Я рад, что я кому-то могу помочь. Я рад, что вы очень сильно откликаетесь на все то, что происходит на канале. И порой мне даже кажется, что мы одно единое целое. Хотя, может быть, так оно и есть, просто я этого еще не понял. Вот за это, за все, ребят, я вам хотел бы сказать большое человеческое спасибо. За то, что я не один, за то, что нас много. И нас много, это и Россия, и Украина, и Казахстан, и Италия, и Эстония, и Франция, и Англия, и Израиль. Италию сказал, вот недавно с Италии написали, Канада, Америка. Нас с каждым разом все больше, больше, больше и больше, потому что везде есть мы. Те взрослые мужчины, которые хотят бриться, получать от этого удовольствие, и никому за это не быть в ответе, чтобы нас никто не шпынял. А если есть вопросы, то было место, куда можно прийти спросить, и тебя не пошлют на, а ответят. Вот я за это. Все, хлопцы, давайте, пошли бриться. Пока-пока, до новых встреч. Ну и берегите себя. Все будет хорошо.